Дискотека в самом разгаре. Николь ждет свой коктейль, а Вероника и Софи переживают, потому что до сих пор их никто не пригласил на танец. А Патрисия и Паскаль даже не собираются уходить с танцпола, потому что сегодня играет их любимый диджей. Вы спросите меня, что тут происходит? Все просто. В одном из самых знаменитых клубов города дискотека у пенсионеров. Добро пожаловать в Париж! Это жизнь других. Приезжают увидеть Париж. Еще миллионы мечтают об этом. А некоторым повезло, потому что они родились в Париже, влюбились, женились и встретили тут свою старость. Или не повезло? Сегодня мы это все и узнаем. Жизнь в обожаемом миллионами Париже может сложиться абсолютно по-разному. И многое зависит от того, в какой семье ты родишься. Я, например, могла бы родиться в роскошном районе Маре, в семье фотографа Анны Картье-Брессон. Жила бы в квартире, которая досталась по наследству, превосходно разбиралась бы в искусстве и музыке и, возможно, пошла бы по стопам своей матери и увлекалась бы фотографией. Или же в семье пекаря Джерома. Вставала бы ни свет ни заря и помогала бы отцу в его булочной печь французские багеты, чтобы ранним утром парижане смогли купить свежий хлеб. Ну или в семье Саманты и Матьё. Любила бы уроки на открытом воздухе возле Эйфелевой башни, ходила бы каждые 2 месяца в Лувр на экскурсию всей семьей и, возможно, мечтала бы стать известной на весь мир моделью. А почему бы и нет? В Париже все-таки. Ежедневно на свет появляются сотни новых парижан. Женщины предпочитают рожать в государственных больницах, которые есть в каждом районе города. Роды в них бесплатные, а для каждой пациентки предусмотрена отдельная палата. Но, несмотря на это, некоторые предпочитают рожать в частных клиниках и заплатят за это минимум 4000 евро, если женщина рожала естественным путем, либо 6000 и более, если пришлось использовать кесарево сечение. Если ситуация того не требует, то мы всегда убеждаем наших пациенток, что естественные роды лучше всего. Но если кто-то категорически настаивает на операции, то мы предлагаем пройти психологическую проверку. Также акушеры и гинекологи советуют женщинам приглашать на роды мужа или кого-то из близких. В такой ответственный момент женщине необходима поддержка. Мы с радостью проведем краткий инструктаж и расскажем, как присутствующий может помочь роженице. Также для большего комфорта мы можем включить музыку, которую любит наша пациентка. Муж рядом, любимая музыка играет. Рожай не хочу. А как только малыш появился на свет, родителям предлагают самим его искупать. Это такая первая мини-ванночка для ребенка. Мама или папа приходят с ребенком, набирают тут ванну. Вот видите, прям кран, все тут все есть. Моют его здесь, им все рассказывают, показывают. И потом они здесь с ним ля-ля-лю-лю. И все. Тут есть мыло, шампунь, все, что нужно для ребенка. В принципе, первое купание происходит прямо здесь, в роддоме. Класс? Вот такой вот комплекс услуг в бесплатной государственной больнице. Декрет во Франции длится 3 месяца, поэтому уже 2-месячным малышам мэрия выдает места в государственных яслях. Чтобы в них попасть, работающие мамочки становятся в очередь с 6-го месяца беременности. Но есть и частные ясли. Их цены стартуют от 300 евро за месяц. Из 2 лет дети идут в подготовительную школу. Это аналог детских садов. Но французы предпочитают не называть их так.
лет все французские дети идут в школу. Мне давно не 6, и давно не 16, и давно не 26. О, Господи. Сколько бы мне не было лет, очень интересно зайти в парижскую школу и узнать, как же тут дети учатся. Идем. Школьная жизнь каждого парижанина состоит из 3 этапов. Начальной школы, колледжа и лицея. Государство тратит из бюджета около 9000 евро в год на каждого ученика, чтобы образование было бесплатным и доступным каждому. Среднее образование в Париже получают на протяжении 12 лет. Уроки начинаются в 8:30 и с перерывом на обед длятся до 17 часов. На уроки ученики не опаздывают, потому что знают, что будут последствия. Вот это класс, где дети проводят 2 часа своего времени. И это не урок, это 2 часа наказания. Они тут проводят время, если опоздали в школу, если смеялись, если что-то провинились на уроке, за ними наблюдает вот такой учитель, молодой человек. И вот 2 часа они в тишине делают уроки. Поэтому я говорю тихо и ухожу. За что еще могут отправить в комнату наказания и каково это быть учеником в парижской школе, сейчас узнаю одного из этих молодых нарушителей школьного порядка. Я тебя видела в комнате для наказания. За что тебя наказали? Я опоздал на 15 минут, так как забыл ключи дома. А скажи, пожалуйста, когда у вас тесты или экзамены, ты можешь списать? Ни за что. Чего? Можно и на ноге писать, и на руке писать, и под рукав маленькую бумажечку спрятать. Все что угодно можно в телефоне, на линейке писать. Нам это ни к чему. Если ты внимательный на уроке, то ты легко справишься на контрольной. Как интересно. Я тоже слушала, но я не запоминала все. Я не знаю, наверное, память у меня такая. А если вдруг, я не знаю, кто-то захочет списать, какое наказание ему будет? Если кто-то из одноклассников списывает, то мы не сдаем его учителю. Но вот если такого смельчака поймают на горячем, то ему придется несладко. Если на итоговых экзаменах в колледже, лицее или университете поймают на списывании, то могут отстранить от сдачи вообще каких-либо экзаменов сроком до 5 лет. А ты давно играешь на кларнете? Это же кларнет? Уже 3-й год. Марле, как и многие его одноклассники, играет в школьном оркестре. Занятия не входят в школьную программу, и дети бесплатно после уроков собираются в классе и играют на любых инструментах. Кроме того, у учеников, которые не справляются с домашним заданием, есть возможность сделать его после уроков. И за дополнительные занятия они тоже ничего не будут платить. Интересно, а сколько же зарабатывают учителя? Учитель, который только начинает свою карьеру, будет зарабатывать от 1700 евро в месяц. И в перспективе его зарплата может достичь 3000 евро. Пусть для Парижа это не так много, но все они любят свою работу и понимают важность своей профессии. Раз речь зашла о деньгах, то стоит отметить, что единственное, за что платят родители школьника, это обеды. В месяц на это уходит порядка 50-60 евро. Что входит в эту сумму и чем кормят подрастающее поколение, сейчас мы узнаем у работницы столовой. Что у вас сегодня на обед для детей? Каждый обед состоит из 3 блюд. Например, сегодня первое – это пицца с мясом или сыром на выбор. На второе – мясо или рыба с гарниром. А на десерт – клубника с молочным продуктом. У вас меню повторяется или каждый раз вы придумаете какое-то новое меню? Каждый день все ученики кушают одинаковое меню, но ежедневно мы его стараемся менять. Например, пятница – это всегда рыбный день. А вообще все дети во всем мире любят хот-доги, бургеры, картошку фри. Вы готовите такое детям своим? Это же Париж. Ну какие тут могут быть бургеры? Только здоровая и правильная пища. Учитывая то, что один обед в среднем обходится в 3 евро, думаю, многие взрослые были бы не прочь питаться в таких столовых. Для того, чтобы поступить в
университет в Париже, например, такой, как Сорбонна, местным жителям достаточно иметь проходной балл после школы и даже не нужно сдавать экзамены. А есть места, институты, куда поступить гораздо сложнее. И сейчас вам расскажу, как это. Есть два типа студентов. Одни идут в университеты минимум на 4 года, потому что хотят получить обширное знание в какой-то конкретной сфере. А те, кому интересна более узконаправленная специальность, осваивают ее за 3 года в высших школах. В школе, в которой я нахожусь, учат будущих экспертов по оценке драгоценных камней. Образование стоит 8000 евро в год. Все студенты параллельно с учебой начинают работать по специальности, чередуя рабочую неделю с учебной. И все это входит в их учебный план. У высших школ обычно очень много партнеров, поэтому многие идут сюда, чтобы к концу обучения уже гарантированно иметь работу, благодаря контактам, которые они тут нарабатывают за годы учебы. В будущем специалисты получают от 2 до 5 тысяч евро. И так как многим выпускникам придется работать в самых престижных модных домах, то они должны соответствовать этому высшему обществу. Для этого они изучают предмет искусства жить по-французски. Интригующе, согласитесь. Что это за предмет и чему именно на нем обучают, сейчас мы с вами и узнаем. Вы знаете, я объездила полмира, и скажу вам честно, вот в Италии не преподают такой предмет, как умение жить по-итальянски. В Сингапуре нет предмета, как жить по-сингапурски. А тут, во Франции, вы преподаете предмет, как жить по-французски. Что это такое? Что это за предмет? Что вы там изучаете? Я обучаю студентов определенному своду правил о том, как надо относиться к другим людям, как правильно с ними общаться. Этот предмет берет исток из Версаля XVIII века. Чем французская жизнь отличается от любой другой жизни? С Азией у нас есть ряд отличий. Например, когда вас приглашают в первый раз в гости во Франции, то не стоит приходить в гости с подарком. Хозяева подумают, что вы их таким образом хотите подкупить. В Азии же вас попросту не поймут, если вы придете в гости с пустыми руками. Все это вы преподаете на своих лекциях? Я преподаю то, что каждый может использовать в повседневной жизни. Как правильно здороваться с человеком, который выше вас по иерархии, о чем с ним можно говорить, а каких тем стоит избегать. Вот скажите мне, какие вещи, про которые, как вы говорите, категорически французы не будут говорить? Это правило универсально для всех. Темы религии, денег и политики вызывают полемику, которая может спровоцировать на конфликты и споры. А в беседе важно состояние гармонии. Как нужно правильно по французскому этикету бросить парня? Ни в коем случае не стоит этого делать по телефону или, чего хуже, в сообщении. Надо как минимум встретиться и в спокойном разговоре сказать, что вам необходимо немного отстраниться от этих отношений. Этого будет достаточно, чтобы парень понял, что это финал. То есть, кто только что хотел написать СМС, не делайте этого. Встретитесь, объясните все как французская интеллигенция и, в принципе, уходите. Если честно, французы правда так делают? Или это только вы преподаете, просто это правило этикета? А на самом деле все напишут СМС, и на этом все и заканчивается. Конечно, есть те, кто напишет СМС и исчезнут. Но это ведь вопрос уважения. Никому не будет приятно получить отворот-поворот в сообщении. Французы очень сильно отличаются, как мне кажется, своим стилем. Вот откуда это? Это тоже вы как-то учите, я не знаю, выглядеть правильно молодых людей? Или это все-таки в генетике у французов? Стиль зависит от разных факторов. От воспитания, от внутренней культуры, от количества прочитанных книг и от того, интересуется ли человек модой. Мало кто из француженок позволит себе надеть короткую юбку, блузку с глубоким декольте и высокие каблуки. Это же просто неуважение к окружающим тебя людям. Сложно не согласиться с Софи, ведь благодаря таким убеждениям женщины всего мира вдохновляются стилем парижанок. Парижанки выглядят очень изысканно и стильно. И Париж по праву считается столицей моды. Сейчас я хочу узнать все секретики их внешнего вида у человека, который эту моду в Париже и создает. Знакомьтесь, это Этьен.
Он окончил высшую школу моды и 10 лет работал в известном на весь мир модном доме. Но в 2009 году он понял, что хочет создавать наряды под своим именем и начал свое собственное дело. Понимаешь, вот просто когда вот ты говоришь слово «парижанка», вот сразу возникает образ, который даже невозможно определить словами. Вот в чем секрет того, как парижанка выглядит? Парижанки взрывные натуры. Они очень легкие и воздушные, но при этом активные. Для них важно быть красиво одетыми, и они придают значение деталям. Но их образ будет настолько естественным и органичным, что вам и в голову не придет, что они тщательно подобрали его. Что парижанка никогда не наденет. Она может надеть абсолютно все. Но она никогда не наденет все и сразу. А каблуки, высокие каблуки носят парижанки? Я видела много женщин на каблуках, кстати. Я вижу на улицах женщин на высоких каблуках, и выглядит это довольно забавно. Ведь из-за брусчатки их путь на работу или встречу превращается в дорогу с препятствиями. Многие просто надевают под платье балетки или кроссовки, а туфли на каблуках берут с собой, чтобы потом переобуться. Ну скажи мне, это же все равно очень дорогое удовольствие открывать свой дом. Ты должен иметь помещение, надо платить за него аренду, нужно платить людям зарплату. Как это можно делать, не имея какой-то финансовой базы? Начиная свой бизнес, я уже был финансово независимым. И с каждым новым заказом я вкладывал прибыль в развитие своего дела. Важно уметь все правильно организовать. А новые клиенты появляются благодаря рекомендациям постоянных. Это называется сарафанное радио, когда к хорошему мастеру едут со всего мира. Этьен работает с разными клиентками. К нему обращаются за повседневными платьями стоимостью 900 евро. А также за нарядами для красной дорожки ценой в 10 тысяч евро. Но не стоит забывать, что на налоги уходит почти 40% от всей суммы. Поэтому начинающие дизайнеры в месяц зарабатывают около 1500 евро, а более опытные и именитые от 4500. А если ты видишь, что твою идею украл какой-то вот другой модный дом, что ты делаешь вообще? У вас есть какие-то авторские права, вы как-то защищены? То есть ты придумал какую-то вещь, а потом смотришь, что ага, они увидели и скопировали у тебя. Что вот вы можете сделать? Юридически мы, разумеется, защищены. Но существует правило 7 ошибок. Если на одной модели есть 7 отличий, то это расценивают не как копию, а как результат вдохновения твоей работой. А запретить кому-то вдохновляться мы не можем. Вот так и живет модный мир Парижа. Аренда помещения, в котором работает Этьен, в месяц стоит около 2500 евро. Недвижимость в Париже – одна из самых дорогих в мире. 1 квадратный метр стоит от 10 тысяч евро. А все из-за того, что в историческом центре Парижа нельзя строить новые здания, чтобы не нарушать архитектуру города. Из-за этого многие не могут себе позволить собственное жилье и вынуждены арендовать его всю жизнь. Честно говоря, хочешь жить в центре Парижа? Привыкни к тому, что надо будет идти, о, мама дорогая, пешком на 7-й этаж. Ой, ну так бы, конечно, хорошо бы жить в центре, но это очень сложно. Как ты так быстро поднялся? Житие мое! Так, ну это если когда поднялся и совсем все плохо, прямо тут можно помыть руки, так сказать. Ой, все, сама. Так, и идти дальше. Искать свою квартиру. Я пришла в дом 1869 года постройки. Раньше в таких домах верхний этаж оставляли под квартиры служанок. И вот сегодня в этих квартирах проживают студенты или маленькие семьи. Как они тут помещаются, сейчас я вам и покажу. Та-дам!
Вот, мои дорогие, если человек хочет жить в центре Парижа, потому что, жить на окраине можно, конечно, но все-таки в центре Парижа, когда можешь выйти на улицу и пойти направо Лувр, там Эйфелева башня, там бары, рестораны, там театр, жизнь кипит и днем, и ночью, это же прекрасно. Но нужно быть готовым, что за жилье нужно платить огромные деньги, огромные. Почему? Потому что сейчас я нахожусь в прекрасной, я даже не знаю, как назвать это, комната, жилплощадь, квартира, апартаменты, я не знаю, но это шикарная альтернатива, если вы хотите жить в центре. Потому что это помещение занимает 14 квадратных метров, и это очень-очень вам повезет, потому что может быть и меньше, может быть и 9. И вот в эти 14 метров входит кухня, полноценная раковина, плита электрическая, холодильник вон там, зеркало висит, окно с видом, чайник, зеркало, двухспальная кровать, шкаф и та-дам! Душ. Все здесь. И тут вы спрашиваете, это хорошо, это прекрасно, а где же туалет? А вот тут и весь, так сказать, сюрприз. Туалет в коридоре. Общий на 3 квартиры. И все это удовольствие стоит 700 евро в месяц. Но вы живете в самом центре Парижа, в самом сердце, так сказать. Подумаешь, в туалет ходить по коридору. Подумаешь, нет лифта, и надо подниматься на 7-й этаж пешком. Но всегда есть свои плюсы. Как минимум похудеешь. Хоть 1 плюс. Уже хорошо. Аренда однокомнатной квартиры в 30 квадратов будет стоить около 1500 евро в месяц. А чтобы хозяева ее сдали, вы должны заработать ровно в 3 раза больше стоимости аренды и иметь официального поручителя, который в случае чего сможет оплатить аренду вместо вас. Многие туристы преодолевают 1000 километров для того, чтобы позавтракать в районе Маре. А некоторым достаточно просто выйти из собственного подъезда, чтобы выпить чашечку кофе с круассаном. И сейчас я говорю про Анну. Она проживает в квартире в самом сердце района, где когда-то жил Виктор Гюго, а сейчас живет вся интеллигенция Парижа. Вот эти прекрасные, знаменитые квартиры в этом квартале. Ой, тут такой уютный дворик из окна. Полы все деревянные, все скрипучие. Коридор. Ох, вот это зал. Такой красивый старинный скрипучий паркет. И мебель вся антикварная. Вот, честно говоря, много книг, антикварная мебель. Вот так я себе и представляла парижскую квартиру. Большие окна, без штор, кстати, абсолютно. А выходят они прямо на главную улицу Маре. Ой, так классно, понимаешь? Это же красотища. Просыпаться и жить здесь. В квартире несколько жилых комнат. Кухня, будто из старого французского фильма, и рабочий кабинет Анны. Хозяйка дома 35 лет профессионально занималась фотографией, а сейчас преподает. Как ей живется в Маре, сейчас я все знаю. То, что у вас творческая профессия, это очень видно и по вашему дому. Только творческий человек может жить в таких квартирах. Или у вас стандартная парижская квартира? Не существует стандартного парижанина, поэтому нет и стандартных квартир. И так как живу я, живут немногие, ведь Париж очень дорогой город, и многие вынуждены из-за этого жить в пригородах. Мне повезло, что 30 лет назад у меня появилась квартира в Маре. Сейчас бы я себе не могла позволить такое жилье. То есть это вам досталось по наследству, вам просто повезло, получается, правильно? Да, мне повезло. Но поверьте, когда я начинала тут жить, этот район не был таким популярным. А в этом районе много сейчас живет именно парижан, французов? Или все-таки большинство людей покупают приезжих иностранцев? Тут живут либо очень пожилые люди, кому досталось жилье, либо же богатые, у которых есть деньги на покупку жилья в этом районе. Также тут много американцев и итальянцев.
Стоимость квартир в районе Маре стартует от 450 тысяч евро. Проживая на 90 квадратных метров, Анна платит около 150 евро в месяц за коммунальные услуги. Но говорить о деньгах в Париже – дурной тон. Поэтому перейдем к более возвышенным темам. Существует в мире такое понятие, как француженки и французская красота. И раскрыть его и понять, практически невозможно. Я вот смотрю на вас и вот тоже думаю, в чем же секрет? Спасибо. Мне кажется, все дело в манере общения. Вот видите, как у нас с вами чудесно складывается беседа. Возможно, весь секрет именно в вас. Да, я еще тот секрет, конечно, но все равно француженки много тратят денег на себя, на одежду, на маникюр, на прическу. Это все зависит от культуры человека. Интеллектуалки и женщины, занимающиеся искусством, стараются минимально краситься и носить меньше бижутерии. Они хотят быть как можно более естественными. А женщины, занимающиеся чем-то попроще, уделяют гораздо больше времени себе и своей красоте. Вы живете в одном из престижных районов. Тут постоянно море туристов, постоянно шумно, но тем не менее, безопасно ли здесь жить? Я чувствую себя в безопасности, и мне тут комфортно. Единственный минус – это большое количество баров и туристов на улице. Они создают много шума и затрудняют перемещение. Мне приятно, что это живой квартал, и тут много людей, но хотелось бы немного больше уважения к местным жителям. Вот сейчас мы всем это все и скажем. Дорогие туристы, когда вы приезжаете в Париж, пожалуйста, помните, что тут живут люди, что тут нужно вести себя более культурно. Потому что вы приехали и уехали, а людям тут жить. Поэтому не мешайте, не кричите. Не будьте, не будем называть этого слова, но мы все поняли. Культурными нужно быть, чуть-чуть культурными, понимаете? Чем бы ни занимались парижане, что бы они ни любили и в каком районе города они бы ни жили, утро каждого из них начинается одинаково. Правильно, с похода в пекарню за свежими круассанами и французским багетом. Пока некоторые ведут здоровый образ жизни и отказывают себе в мучном, булочный бизнес в Париже процветает, товарищи. Поэтому идем пару булок с утра и съедим. Я заглянула в одну из самых популярных пекарен, возле которой с раннего утра выстраиваются очереди за свежей выпечкой. Жером, 8 утра, а у вас тут уже полные витрины красоты, такой запах. Во сколько вы встаете? Я начинаю работать в часу ночи. Скажите, а у вас есть постоянные покупатели, которые с утра приходят за свежими круассанами? Да, у нас очень много постоянных клиентов. Но из-за того, что мы в центре, поток людей сумасшедший. А сколько вы делаете багетов в день? В среднем 900 1000 штук, но это зависит от погоды. А если дождливая погода, то багетов должно быть меньше или больше? В округе очень много ресторанов, и они закупают больше всего. В погожий день они покупают по 25-30 багетов. А вот если дождь, то берут всего пару штук. Ведь все сидят дома, и посетителей у них практически нет. Хлеб – это такая еда, которую едят и утром, и вечером, и в будние дни, и в выходные. У вас когда-нибудь выходной вообще бывает? И если вы в час встаете, то во сколько вы ложитесь спать? Если честно, то я давно забыл, что такое полноценный сон. В течение дня я стараюсь поспать часок-другой, а вот когда еду в отпуск, то мне очень сложно возвращаться в нормальный режим, потому что я привык активничать ночью, а после обеда хочется спать. Ой, слушайте, я, конечно, не могу удержаться, съела 2 булки. Можно мне еще, пожалуйста, 2 круассана и багетик с собой? А говорят, что нет плохой погоды. Уж для пекарей дождь явно не к деньгам. Жером 32 года в этом бизнесе, и начал он в 15 лет, когда работал помощником пекаря и параллельно получал соответствующее образование. Чтобы открыть подобный бизнес, в Париже потребуется почти 200 000 евро. А потом надо платить аренду, налоги и зарплаты всем сотрудникам. У Джерома их 15, и каждый из них получает в среднем 2000 евро, а налоги составляют 41%. Кроме французского багета, в Париже есть еще одна визитная карточка.
Это Гранд-Опера. Люди со всего мира приезжают, чтобы увидеть выступления и оперные концерты на легендарной сцене. Билет стоит от 10 до 110 евро. Но что же происходит за кулисами? Сколько зарабатывают балерины и как они готовятся к выступлениям? Сейчас узнаем у солистки парижского балета Леонор Болак. Бонжур, Леонор, вот она, принцесса этого замка. Господи, честно говоря, я так всегда мечтала побывать в гримерке у балерины. А это твоя личная прям гримерка? Да, это моя личная гримерная. Здесь я провожу очень много времени. Мой второй дом. Так я думаю, это как первый дом. Наверное, ты проводишь все свое время. У тебя тут и кровать, и шкаф. Слушай, скажи, пожалуйста, это все твои пуанты? Это уже использованные. Я просто хочу с них снять ленточки, чтобы использовать снова. За сколько времени пуанты ты снашиваешь? Все зависит от сложности партии, которую я танцую, но в среднем 1 пара на день. Одни в день? Мама дорогая, вот это да. А я, конечно, очень прошу прощения. А какой у тебя размер? 36-й. Да, ну совсем. Слушай, я смотрю, какая меньше, чем моего ребенка. Вот это да. Послушай, ты же прямо в королевстве. А скажи мне, а что ты ешь? Чем ты вот питаешься в перерывах? Что ты разогреваешь? Какая у тебя еда? Я ем гораздо больше, чем люди себе представляют. Я много тренируюсь, а значит, надо кушать, чтобы были силы. Я стараюсь есть исключительно качественные продукты и слежу, чтобы в рационе были и белки, и жиры. Ну, хорошо. Ну, что ты ела сегодня на завтрак? Ела хлеб с маслом и медом и пила кофе. Все, так нормальный человек. Фу, я думала, что балерины и кофе не пьют. Леонор – ведущая солистка театра, и за ее плечами большой опыт. Поэтому кто, как не она, сможет подтвердить или развенчать все мифы о балете и балеринах? Жизнь балерины, она сложная? Да, очень много работы и физической боли. Но это работа моей мечты, и я счастлива. Ну, говорят, балерины, у них постоянно и связки рвутся, и пальцы у них все время больные из-за этих пуант. Это правда? Мы знаем, что все это неизбежная часть нашей профессии. Балерины, танцующие до своей пенсии, до 42 лет, в конце карьеры делают серьезные операции, чтобы восстановиться. Слушай, а у тебя, было, я не знаю, такие страшные вещи, когда тебя партнер поднял и уронил? Мне повезло, за всю карьеру на сцене ничего не случалось. Но вот на репетиции однажды мой партнер поднимал меня и сломал ребро. Вот это было больно. Какой кошмар, слушай, я в шоке. А скажи мне, я слышала вот страшные истории, что вот в театрах балерины такая сильная конкуренция, что битое стекло могут засовывать в пуанты, там подрезать ленточки. У вас есть такие истории в театре? Несмотря на большую конкуренцию в нашей сфере, со мной подобных историй не случалось. Скажи мне, а балерины хорошо зарабатывают в Париже в театре? Сейчас я зарабатываю гораздо больше, чем в начале своей карьеры. Ведь от статуса и опыта напрямую зависит твой доход. Но хочу отметить, что моя зарплата в разы меньше, чем у футболистов, например. Начинающие свой путь балерины зарабатывают 1500 евро в месяц. А на пике своей карьеры некоторые примы только за одно выступление зарабатывают 10 000 евро. А пока Леонор готовится к вечернему спектаклю, я решила немного погрузить вас в атмосферу закулисья. Ой, вот это вот зал, в котором все артисты перед спектаклем разминаются, а потом идут на сцену. Ой, прямо, честно говоря, дух завораживает, и прямо я уже заговариваюсь. Идем, сразу покажу вам сцену, на которой вот-вот начнется спектакль. Великая сцена театра Гарнье. Идем. Декорации готовятся, понимаешь? Все готовы. И вот она. Иди сюда. Декорация, свет, все есть. И вот потом поднимается занавес, и всем добрый вечер. Представляете? В том же самом городе, не так далеко от оперы, есть другие сцены, которые пользуются не меньшей популярностью у местных жителей. Речь идет о кабаре.
Вы наверняка думаете, что сейчас я отправлюсь в Мулен-Руж и расскажу вам о нем. Но, увы, оставлю его для других программ. Ведь это больше туристическое место, в котором работают в основном иностранки. Парижане же ходят в другие кабаре, просмотр шоу в которых будет стоить от 80 до 130 евро. Мы работаем 6 дней в неделю и за одно выступление зарабатываем примерно 95 евро с учетом налогов. Есть к девушкам и определенные требования. У них должно быть танцевальное образование, рост от 168 сантиметров и натуральная грудь небольшого размера. У нас, как и в балете, есть возрастные ограничения. Скорее всего, до 40 лет тебе придется завершить карьеру, поэтому многие из нас мечтают стать ассистентом хореографа или самим хореографом. Ведь работа чем-то похожа, а зарплата в несколько раз выше. Зрителями кабаре в основном являются одинокие мужчины или даже женщины. А вот семейные пары, такие как Саманта и Матью, ходят с детьми в Лувр, чтобы приобщить их к искусству. Они вчетвером живут в своей трехкомнатной квартире практически в центре города. Саманта – модный консультант в одном известном брендовом магазине, а у Матью своя обувная кожаная мастерская. Как живут и строят свой быт семьи в Париже, сейчас мы и узнаем. Как вы познакомились? Мы познакомились 13 лет назад на вечеринке общего друга. Мы поначалу общались и присматривались друг к другу, но потом между нами проскочила искра, и мы поняли, что это больше, чем просто общение. А в Париже, когда вот люди встречаются, знакомятся, у них возникают какие-то отношения, как долго они могут встречаться, прежде чем оформят официально свои отношения? Или это может быстро у них происходить? Нет определенной формулы. Все очень индивидуально и зависит от того, насколько сильная связь между людьми. Нет, я просто спрашиваю, почему, потому что я слышала, что французские мужчины очень неохотно официально оформляют свои отношения с женщинами и оттягивают это максимально долго. Правда это или нет? Да, в какой-то степени так и есть. Не знаю, как в других странах, но у нас мужчины предпочитают наслаждаться жизнью, пережить несколько любовных авантюр. А уже когда приходит ощущение того, что хочется чего-то серьезного, то тогда уже и женятся. Но вы производите впечатление таких людей очень размеренных и расслабленных. Вы вообще ругаетесь когда-нибудь? Мы более спокойные. Французы не выясняют отношения громко или при ком-то. Все решается тихо, дома, между собой. Ребенок что-то подсказывает. Родители никогда не ругаются и относятся друг к другу с уважением. А если с ребенком возникают какие-то разногласия, и они не слушаются, вы тоже спокойно объясняете ей, и если после этого она все равно не понимает, то есть у вас существуют какие-то наказания в воспитании детей? Нет. Если мы хотим, чтобы дети нас уважали, то не должны поднимать на них руку или кричать. Надо просто объяснить ребенку, в чем он был неправ. Агрессия не работает. Женщины в Париже имеют свой шик, однозначно это всем известно, и все это признали уже давно. Но я обратила внимание, что мужчины в Париже тоже выглядят потрясающе. Во-первых, все мужчины стройные, ухоженные, у них красивые прически, красивые бороды, у них красивые ногти. То есть вот культура у мужчин тоже существует, любить себя и ухаживать за собой. Парижские мужчины уделяют много внимания себе и своему внешнему виду. Париж не Лос-Анджелес, поэтому многие мужчины не покупают машины и передвигаются по городу пешком. А еще мы следим за своим питанием, ходим на спорт. Но машины не покупают не только из-за желания держать себя в форме, а и потому, что в месяц ее содержание с учетом бензина и всех налогов выливается в 500 евро. Громкая музыка, красивые мужчины, женщины на каблуках и с прической. Это ночной клуб. Вы спрашиваете, в чем дело, что происходит. А я вам скажу, на часах 15:30 в воскресенье. И вот так средь бела дня развлекаются парижские пенсионеры. В Париже жизнь на пенсии не останавливается. Парижане продолжают вести такой же активный образ жизни, как и в молодости. Поэтому каждое воскресенье в
клубе собирается около 700 пенсионеров, которые готовы дать фору молодежи. Пенсионная вечеринка длится с 14:30 и до 21:00. А вход стоит 14 евро. В клубе несколько залов. В одном крутят хиты из прошлого, а в другом вовсю играет современная музыка. Вместо алкогольных коктейлей большинство пьют сок или обычную воду. А что поделать, годы уже не те. Зато энергии в пенсионерах столько, что, глядя на них, забываешь о их возрасте. Почему это место пользуется такой бешеной популярностью, сейчас узнаю у одного из завсегдатаев этого клуба. Вы часто приходите сюда? Да, каждую неделю. Я тут когда-то работал диджеем, а мы тут все вместе собираемся и проводим время. Сколько лет уже этому клубу? Он открылся в 1979-м, и с первого дня открытия я тут проводил очень много времени. Это потрясающе. Тут прошла ваша молодость, можно сказать, бурная, так сказать. И пенсию вы тоже тут встречаете. Люди, которые сюда приходят, это какие-то новые люди? Тут и постоянные посетители есть, и новые тоже появляются. Сегодня я пришел с другом, с которым мы сюда ходим все эти годы. Даниэлю 75, но он до сих пор живет привычной ему жизнью и не считает, что пенсия – это повод отказывать себе в удовольствиях. Позже к нам присоединилась еще одна тусовщица со стажем. Вы точно приходите часто в этот клуб на дискотеку? Каждое воскресенье. Как живут пенсионеры во Франции, в Париже? Мне очень интересно. Какая у вас жизнь? Замечательное. Я наслаждаюсь каждым днем и жду с нетерпением каждое воскресенье, чтобы прийти в клуб с подругами или мужем и позажигать на танцполе. Это дает заряд на всю неделю. На что людям во Франции, в Париже хватает их пенсии? Вы можете путешествовать, вы можете позволять себе какие-то новые покупки, походы в рестораны, в бары, на дискотеки. На что? Все, что мы позволяли себе раньше, то можем позволить и сейчас. Мы довольны пенсией и не жалуемся на судьбу или правительство. Пенсии состоят из нескольких частей – базовой и накопительной. Первая часть зависит от среднемесячной зарплаты, а вторая – от трудовых заслуг. Минимальная пенсия – 800 евро. Но в большинстве пенсионеры получают от 1000 до 1500 евро. В этом клубе даже диджей, так сказать, свой. Мерша всю жизнь простоял за пультом и знает толк в хорошей музыке. Сейчас ему 70 лет, и хоть он давно на пенсии, любимое дело он не собирается бросать. Как же здорово, когда с возрастом ты не гасишь огонь внутри себя, а продолжаешь жить полной жизнью, радуясь и танцуя, словно тебе все еще 20. И вся твоя жизнь впереди. Этот город пропитан романтикой. Он видел множество поцелуев и слышал миллионы признаний в любви. И кто, как не парижане, знает ответ на вечный вопрос: что такое любовь? Любовь — это страсть. Это когда желание любимого человека ты ставишь выше своих. Это когда ты начинаешь понимать, о чем поется в песнях. Это идти в одном направлении. Это то, без чего невозможно жить. Не стесняйтесь своих чувств, признавайтесь в любви, где бы вы ни жили. Живите здесь и сейчас, потому что другой жизни у вас никогда не будет.